Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сразу хочу вас предупредить о том, что звук, возможно, будет не очень качественный, потому что у меня до сих пор нет микрофона. Но, тем не менее, я решила, что пора начать. Небольшое предисловие сейчас будет о том вообще, почему я завела новый канал. Я уже достаточно давно на Ютубе, наверное, уже лет 13 моему каналу первому, который у меня существует. И изначально он начинался как просто канал, который есть у всех, потом он перерос в канал, где я выкладывала какие-либо влоги, а после этого он превратился в бьюти-канал. Тема бьюти меня перестала сильно интересовать, у меня была такая небольшая депрессия, ну, наверное, как у всех, с наступлением там 2020 года и так далее. И, в общем, я прекратила свою деятельность. Раньше я была также визажистом, но после этого, в общем, после того, как я впала в небольшую депрессию, я всерьез увлеклась загородной жизнью, садом и так далее. Вот. И, в общем, мой канал, который был изначально, он преобразовался в садовый. И теперь у меня есть канал, посвященный загородной жизни, посвященный растениям и так далее. Поэтому, чтобы не смешивать контент, я решила завести другой канал, который будет посвящен конкретно непосредственно теме ухода, бьюти и так далее. Потому что все-таки это продолжает жить во мне, и такая платформа, как Telegram, она мне не очень подходит, потому что я совершенно не могу вот это вот постить постоянно, так как блог — это не единственное, чем я занимаюсь. Конечно же, у меня есть основная работа, да, плюс блог, сад и так далее. Вот, поэтому я какие-то вещи публикую в запретграмме, да, там снимаю какие-то рилсы на тему косметики и, конечно же, много всего показываю в сторис в запретграмме, поэтому, если вам интересен такой контент, то обязательно подписывайтесь, ссылку на него я оставлю внизу. Вот. Также попрошу вас подписаться на этот канал для того, чтобы дать небольшой толчок росту этого нового YouTube-канала моего. Хватит долгих слов, долгих вступлений и приветствий. Давайте постепенно переходить к теме нашего видео, а именно это будет распаковка покупок из Золотого Яблока, а именно покупки для ухода за собой. На повестке дня у нас с вами вот две такие коробочки от бренда, нет, не бренда, от магазина Золотое Яблоко. Давайте начнем с вами с большой коробочки, сейчас распакую. В общем, здесь у меня уход для себя любимый, естественно, для кого-то еще. Пошуршим немножко называется. Дайте шум. Короче, меня вообще, на самом деле, вот эта вот тема с огромными коробками и маленькими заказами, она меня, конечно, поражает. Что мы с вами имеем в первом заказике? Во-первых, это вот такой вот крем. Извините, конечно, что я буду периодически вот так говорить, потому что у меня, ну, как бы немножко такой стиль. Вот, поэтому вам придется немножко потерпеть мою подачу. В общем, это крем от бренда Skin 1004. Если я не ошибаюсь, по-корейски это Skin Chonsa или Skin 1004. В общем, называйте как хотите. Я сделаю обязательно вам подсъем крупничком, для того, чтобы вы могли рассмотреть. В общем, самая популярная линейка у Skin 1004 это линейка с мадагаскарской центеллой, которая такая, знаете, коричнево-желтая. Вот, там, например, сыворотка, она полностью из стопроцентного экстракта центеллы, поэтому она на самом деле не очень дешевая, ну, потому что, в принципе, как бы компонент тоже не супер дешевый. Что хочется сказать, я решила попробовать линейку, то есть я до этого пробовала уже линейку с центеллой, она мне понравилась, но, кстати, не сразу, потому что, когда я только начала ее тестить, мне показалось, ну, господи, ну что такое, ну что за там сыворотка в виде воды, что она вообще делает? А потом я как поняла, как, знаете, как говорится, потому что вот эта сыворотка с центеллой, которая коричневая, я буду вам вставлять, наверное, фотографии для того, чтобы вы понимали вообще, о чем я сейчас говорю. В общем, она очень классная для того, чтобы использовать ее как базовую, как доп. Сыворотку. То есть, например, если вы используете какой-то актив, допустим, да, вы можете сначала нанести вот эту сыворотку как еще один этап дополнительной ухода. Очень хорошо работает с чувствительной кожей, она помогает бороться с покраснениями, но в целом это такой компонент, мне кажется, который подходит любому, каждому, поэтому она вот классная именно как доп. Уход. Почему, собственно, я выбрала? У меня второй продукт — это сыворотка тоже от Skin 1004. Это линейка с морской солью.
Вот, она идет у них как линейка для проблемной кожи. У меня кожа проблемная на самом деле, потому что она часто бывают такие воспаления единичные, но они настолько убийственно болезненные, что это иногда, как бы, знаете, прямо вводит в какое-то небольшое депрессивное состояние, потому что это не только больно, это долго заживает, и еще выливается в постакне. Также я обладатель такого прекрасного заболевания, как розация, что, соответственно, очень сильно накладывает отпечаток на мою кожу в плане пигментации. У меня вот эта форма, знаете, уже которая папулопустулезная, то есть у меня периодически маленькие вот такие вот эти вот папулы и пустулы, соответственно, образуются. В общем, это очень-очень печально. Сейчас я более-менее подлечила свою кожу. Я начала не только следить за питанием, конечно же, но и сейчас еще применяю активно разные БАДы, которые помогают мне держать мою кожу в норме. Ну и, конечно, не без ухода. В общем, супер очень долго рассказываю, но я выбрала линейку с мадагаскарской центеллы, называется Pormizing Light Cream, Light Gel Cream и Pormizing Fresh Ampoule. В общем, давайте с вами распакуем, посмотрим, начнем с ампулы. Вот так выглядит эта чудесная сыворотка, посмотрите. Пузырьки пускает. Кайф. В общем, она такая нежно-розовая. В ней содержится гималайская соль. Опять же, повторюсь, линейка позиционируется как для проблемной кожи. Мне очень понравилась вот эта сыворотка, которую я вам до этого рассказывала, которая классическая с мадагаскарской центеллой. Вот это была по акции, именно поэтому я сделала выбор в ее пользу, потому что вот эта вот сыворотка обошлась мне не очень дорого. Я буду вставлять вам фотографии, за сколько я это приобрела в Золотом Яблоке, для того, чтобы вам было удобно ориентироваться. Значит, что здесь по активам? Здесь, естественно, экстракт центеллы азиатской 50,47%. Вот видите, даже до сотых. Ну, как я и говорила, здесь гималайская соль в составе, которая как раз помогает бороться с воспалениями. Я думаю, что она направлена на то, чтобы слегка подсушивать кожу и, соответственно, тем самым уменьшать количество выделяемого себума и сужать поры. Здесь, конечно же, содержится гидролизованная гиалуроновая кислота, содиум гиалуронат, это, ну, в принципе, все то же самое, да, гиалуроновая кислота. И пептид 3, соответственно, здесь содержится, кстати, еще пептид меди, и также еще разные другие группы пептидов. В общем, помимо того, что эта сыворотка, да, будет у нас непосредственно бороться с какими-то воспалениями, то есть не то чтобы бороться, да, предупреждать их, сужать поры, и плюс ко всему она имеет еще анти-эйдж эффект, то есть пептиды, они чем хороши, что они, этот эффект, он накопительный, поэтому при долгом использовании будет кожа постепенно омолаживаться. Что еще нам нужно, когда мы, извините, 30+. Сыворотка очень красивая, безумно красивая упаковка. Давайте посмотрим. У нее, кстати, такая достаточно густенькая текстура, вот такая вот. То есть не очень густая, но по сравнению с сывороткой, которая их базовая, она даже прям выглядит густой. Очень красивая. Мне нравится вот этот формат 100 мл, потому что, знаете, сыворотки на 30 мл у меня кончаются, там, я не знаю, очень быстро. Обязательно протестирую, позже расскажу вам про эту сыворотку, как она мне вообще понравилась или не понравилась. Кстати, что мне еще очень нравится у этого бренда, то что продукты не имеют отдушек, потому что в последнее время я уже настолько привыкла к такому корейскому уходу, который не пахнет, что для меня покупка крема, например, если он имеет аромат или отдушку, это прям, ну, то есть это мне уже мешает. Вот, поэтому я для себя уже выделила несколько брендов корейских, которые я люблю. Вот Skin 1004, а это один из них. Это один из них. Значит, так, здесь у нас крем тоже из этой же линейки розовой, который для сужения пор, значит, гел крем. Значит, здесь все, в принципе, то же самое, только здесь не указано в составе, какой
процент централоазиатская, но тем не менее она все-таки на первом месте в составе, значит, это говорит нам о том, что ее там больше, чем воды, это как минимум. И дальше тоже по составу можно посудить, что различные тоже экстракты, и фруктовые экстракты, и экстракты различных цветов. Средства содержат и аденозин, и алантаин, каолин, и минеральные соли, естественно, потому что это продукт, содержащий гималайскую соль. Выглядит это, конечно, вообще максимально потрясающе. Это так красиво просто. Так, и посмотрим. О, кстати, крем имеет немножко мутную текстуру такую, очень приятный, не имеет запаха. Вы знаете, кстати, у Skin 1004 они не имеют отдушки, но при этом нужно быть готовым к тому, что некоторые продукты имеют такой слегка химический аромат. Ну, то есть это как бы как пахнут ингредиенты на самом деле. То есть это такой легкий крем, специально взяла для того, чтобы использовать его летом, вот потому что летом хочется такого более легкого ухода, особенно если учесть, что мы используем SPF крем, поэтому как бы хочется, чтобы не было такое, знаете, такого пирога тяжелого на лице, потому что если вы еще сверху используете там кушон или тональный крем, то это прям совсем получается такая липкая, тяжелая история. Раз уж мы с вами заговорили про бренд Skin 1004, я вам покажу еще, у меня появился вот такой новый крем SPF, тоже крем с мадагаскарской центеллой, только из голубой линейки с гиалуроновой кислотой. В общем, его я покупала не в Золотом Яблоке, я его покупала на Wildberries. Есть продавец, которому я доверяю. В принципе, я у них часто заказываю что-то, и всегда все в порядке. Это очень тоже популярный SPF крем. Предыдущий крем, который я использовала, у меня был от бренда Beauty of Joseon. Я его очень любила, потому что у него невероятно красивое сияние. Он хорошо распределяется на лице, не выглядит белым. Короче, он мне нравился по всем статьям. Он очень классный. Стоит примерно столько же, сколько и этот крем, мне кажется. Может быть, даже чуть подешевле. Еще для меня важный был факт этого крема. У меня не было, короче, на него аллергии, потому что, как выяснилось, на SPF крема может быть какая-то непереносимость, там, может быть, определенных химических фильтров. Сейчас просто хотела ради интереса попробовать тоже от бренда Skin 1004 именно вот такой вот крем. Он мне очень тоже нравится. У него классная тонкая текстура, которая не белит, которая, кстати, менее, мне кажется, сияющая, чем у Beauty of Joseon. То есть он прям так хорошо распределяется, буквально вот сразу, мгновенно, он прозрачный на лице. И я почему-то уверена на 100%, что это будет идеальная комбо, то есть сыворотка, вот этот гель-крем и сверху SPF, и все, больше ничего не нужно в жаркий летний день. Ну, конечно, еще мы используем тонер, да, там умывание, SPF крем Пушка, очень мне понравился, аллергии у меня на него нет, потому что я сразу понимаю, у меня начинают течь глаза, нос, ну, короче, прям жесткая реакция. То есть этот крем хорошо мне подошел, буду пользоваться им с удовольствием, вот, и потом уже как-нибудь впоследствии сниму еще видос про разные SPF кремы, которые я попробовала, и расскажу, что я вообще об этом думаю. Так, ну и в этой коробке у меня еще осталась последняя вот такая штучка. Пошуршим немножко. Люблю заказывать яблоки всякую ерунду, в том числе различные какие-то заколочки, крабики и прочее. В общем, есть такой бренд Renovo. Ну, я не знаю, насколько это прям бренд. Возможно, это просто, да, то есть Китай, но хорошо, красиво упакованный. Но мне очень нравится. В общем, смотрите, здесь такой набор из двух резиночек. Одна маленькая, другая большая. В принципе, их можно носить как и непосредственно куда-то, да, там в приличное место. Допустим, вот эту крупную резинку, мне кажется, очень классно будет надеть, например, с какой-нибудь черным платьем комбинации или еще что-то такое. Ну или в целом, например, носить их дома, потому что вот такие мягкие резинки, они меньше пережимают волосы. Я вообще в последнее время практически ушла. Вот сегодня я заплелась вот такой резинкой плотной, обычной. Вот эти вот резинки, которые пружинки, я вообще их перестала использовать, потому что они рвут волосы. В основном я сейчас использую крабики для волос, либо вот, ну, такие вот мягкие резинки мне тоже очень нравятся. Так, что у нас во второй коробке? Давайте будем с вами тоже распаковывать. Нравятся мне вот эти коробочки, вот это скрывать, это, конечно, просто потрясающая история. Так.
Так, во второй коробочке мы видим с вами еще вторую такую же резинку. Мне очень нравится вот это вот разделение заказа золотого яблока. Значит, с одного склада мне едет черная резинка, с другого склада едет серая резинка. В общем, кстати, вот этот набор не очень дорогой. Стоил он типа 120 рублей, что-то за 2 резиночки. Но выглядит красиво, согласитесь, да? Даже очень приятно вот такую вот распаковать красивую резиночку. Дальше, раз уж мы с вами продолжаем тему различных резиночек, покажу вам, в общем, вот такую прекрасную вещь, которая от бренда Rad. Ну, знаете, мне очень хотелось вот эту штучку себе именно из-за надписи и из-за цвета. Во-первых, я обожаю фиолетовый цвет, вот, поэтому приобрела вот такую вот красоту. Здесь, кстати, такая офигенная упаковка вообще, смотрите. То есть она, сам вот этот вот красивый, качественный вот этот вот пластик, как конверт, и в целом вот это вот тоже все очень красиво. Мне, короче, очень нравится. Вот. Оцените, пожалуйста, вот эту надпись. Данное приспособление было приобретено для того, чтобы, конечно же, умываться, все такие красивые волосы убирать, да, ну и просто для того, чтобы, допустим, запрет горами, допустим, да, я вот такая, значит, девочки, сегодня в сторис у нас, get ready with me, bitches. Вот, короче, вот такая вот история, очень-очень симпатичная, думаю, с распущенными волосами или с какими-нибудь кудрями будет вообще топовый топ. Вот, по качеству очень хорошая повязочка, стоила она где-то 600 рублей, но она действительно качественная и очень прикольная вышивка. Корейский уход, значит, жидкость для ополаскивания рта заказала. Я обожаю бренд Mixun. Он очень классный. Я уже пробовала, ну, там, несколько разных у меня было вот прям вот в уходе долго средств. И я, естественно, вот хотела как-то давно жидкость для ирригатора, но не знала все, какую заказать. И тут, короче, увидела чисто случайно на Яблоке, просто зашла на бренд Mixun, да, там начала листать, и такая смотрю, о боже, здесь что, есть ополаскиватель для полости рта с ароматом винограда? С виноградом еще. Я такая думаю, блин, с виноградом мне точно нужно. Я хочу это понюхать. Вот. Миксун прекрасный, прекрасный бренд, прекрасный. Вот такая у него упаковочка. Такой колпачочек, смотрите. Так, ну-ка. Реально пахнет виноградом. Такой, знаете, такой виноград, немного напоминающий черную смородину. И еще такая, знаете, мятная история, знаете, как вот бывает, может быть, даже не черную смородину, а лист черной смородины, который, да, дает такой эффект небольшого холодка. Очень приятный аромат, буду с удовольствием использовать. Кстати, стоит не очень дорого, по-моему, там в районе 500 рублей стоила вот эта вот большая бадья, что, в принципе, не очень дорого, потому что если вы зайдете там на тот же там какой-то любой маркетплейс, начнете искать жидкость для ирригатора, это и будет типа а-ля там 300-500 рублей, может быть, даже и дороже, да, если какие-то бренды типа а-ля там Curaprox и так далее, это вообще космос цены. Написано Easy Off. Смотрите, Easy Off это для того, чтобы снять этикетку, то есть она, соответственно, легко отклеивается, потому что, кстати, очень многие корейские бренды запариваются насчет экологичности и насчет переработки пластика. Многие переходят на более экологичную упаковку. Также многие бренды сейчас выпускают рефилы. Вот у меня, например, есть тонер, он с рефилом. Рефил в такой металлической, ну, в смысле, алюминиевой банке, как банка из-под колы. Короче, очень прикольно выглядит. Вот. Короче, классная жидкость. Если вы искали корейская, я просто доверяю корейцам, реально, я их обожаю. Вообще, мне, в принципе, практически весь уход сейчас это корейский, поэтому вижу, доверяю. Ну и заключительная часть распаковки, заказала вот такие вот патчи для проблемной кожи, потому что, опять же, повторюсь, говорила, что у меня есть проблемы, бывают единичные какие-то такие проблемные высыпания, которые очень сильно мучают и бесят, и прям долго-долго зреют, поэтому решила попробовать такие патчи. Ну, я знаю, много смотрела отзывов, обзоров на вот разные патчи, и многие пишут, что они не работают, потому что вот я не знаю, на самом деле здесь в ингредиентах это просто гидроколлоидный щит, ну типа а как маска, да, патч. То есть там, по сути, никаких активов нету, которые бы там что-то как-то влияли, да, там подсушивали, там никакой салициловой кислоты, ничего такого. Но якобы, короче, я никогда просто этого не пробовала делать и решила, что пора попробовать. Ну и тем более это удобно, если у вас прям такой прям
конкретный прыщ, заклеить, и сверху можно нанести даже кушон, и будет очень даже хорошо. Вот, то есть он как бы защищает ваш прыщик, чтобы он побыстрее созрел. Ну, в общем, проверим, как это работает. Бренд Tiam, бренд хороший, бренд мы любим этот, поэтому будем тестить. Ну и давайте на этом с вами закончим наше видео. Надеюсь, вам было приятно его посмотреть. Также я попрошу вас подписываться на мой канал, ставить этому видео лайк. Хочу вас попросить написать в комментариях, если вы пробовали какие-либо из этих продуктов, возможно, продукты из ухода. Мне будет интересно послушать ваше мнение и ответить тоже на ваши вопросы, если они у вас имеются. Ну, а я вам желаю всего хорошего, хорошего дня. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока, целую.